Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Що ж, останнім часом шахеди почали літати не лише на територію України, але й залітати в сусідню Білорусь. Про це та не лише будемо говорити з нашим гостем. Це є Павло Латушко, заступник керівника перехідного кабінету Білорусі. Пане Павле, вітаю! Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава, живи вечно! Витаю вас! Павел Павлович, сначала хочу так нашим зрителям сказать, кто досмотрит до конца, тот узнает, что вам официально предложил Лукашенко и что вы ему ответили. Это все серьезно, это не шутки, так, потому, пожалуйста, подождите, все выслушайте. Павел Павлович, давайте начнем с того, что вот не сегодня, не 10 сентября, но в последнее время немало шахедов, немало БПЛА, которые летят со стороны Российской Федерации в Украину, залетают на территорию Беларуси. Как это объяснить? Потому что якобы и Беларусь поднимает авиацию и сбивает эти беспилотники. Это провокация для кого, для чего? И можно ли это назвать какой-то новый шаг в отношениях Путина и Лукашенко? Самое логичное объяснение, которое мог бы придумать режим Лукашенко, это эффективность работы украинских РЭП, которые сбивают с курса беспилотники, и таким образом они залетают на территорию Беларуси. Но объяснить они этим не могут, потому что это не так. И исходя из этого, они придумывают разные версии. Опять же, как можно объяснить, если РЭП работает таким образом, что один из беспилотников долетает и падает на территории Латвии, или другой подлетает к 70 километров границ с Литвой, или летит над Могилевым, или направляется в сторону Витебска. Ну и так далее. Еще ладно, там при границе, да, недалеко. Так что объяснить они не могут. Понимаем, что это российские дроны. Но опять же, о том, что это российские дроны, Лукашенко не может. Потому что если он признается, ну тогда нужно высказывать протест. Помним с вами вот эту фейковую историю с НЛО, якобы украинскими дронами, которые летали там над Могилевской областью. Сколько их там? 9 штук было. Он их там позбивал. В итоге показали один какой-то заржавевший, а остальные ушли в направлении Ярославля. Лукашенко орден за защиту Ярославля так и не получил. Дроны россияне не сбили, по крайней мере, об этом не сообщали. Но фейковую историю, конечно, он придумал. Так вот сейчас, я думаю, идет борьба за воздушное пространство над Беларусью. Борьба между Путиным и Лукашенко. Путин говорит, это территорию, которую я могу использовать в военных целях, я ее буду использовать, и направляет дроны. Лукашенко пытается доказать, нет, все-таки это моя территория. Наверное, такой посыл звучит. Вова, мы так не договаривались. Мы договаривались о чем? И о чем договорился Лукашенко с Путиным? Прежде всего, создавать угрозы на линии государственной границы Украины, создавать угрозы по линии госграницы с странами НАТО. И он направил на прошлой неделе тактическую группу, например, границ с Литвой, там танки, БМП. Начал учения в Гродненской и в Брестской областях, вот буквально недавно. К Украине он направил 3000, ну кто-то оценивает даже там 400 военнослужащих сил специальных операций, танки, БМП. Но это не та группировка, которая действительно может атаковать и нанести какой-то серьезный урон Украине. То есть вот на этом он договаривался. Договаривался производить вооружение, все, что необходимо для армии передавать. Договаривался помогать в обходе санкций, что он делает на протяжении лет и достаточно успешно. А вот все остальном он не договаривался. Почему? Потому что для Лукашенко существует такой вот тезис, нарратив: я вам обеспечу мирное небо над Беларусью. Вот войны нет, потому это Лукашенко. А это лживый тезис. Войны нет, потому что народ белорусский не хочет войны. И он боится реакции белорусского народа. С другой стороны, он уже принес войну на территорию Беларуси, предоставив территорию Беларуси для агрессии в 2022 году и обеспечивая сейчас поддержку этой агрессии. В том числе и то, что начали сбивать дроны над Гомелем. Это тоже факт того, что уже мирного неба над белорусами нет. Дрон один упал, здание повреждено, оно загорелось. А если бы там были люди? Так что Лукашенко это не обеспечивает, но идет такая вот терки между Путиным и им. Еще одна причина. Лукашенко жалуется на то, что он поставил в адрес Министерства обороны поставки для нужд российской армии, а Минобороны России по госзаказу не платит. И он эти претензии высказал Путину, насколько нам известно. В ответ за вот эти непонятные телодвижения на границе Путин ставил на предоплату нефть для белорусских НПЗ. Может быть, сейчас это уже проблема решена, но на предоплату он ставил. Лукашенко говорил: не, я не могу покупать по предоплате. У него отрицательное торговое сальдо. Да, там зарплаты растут, но сальдо очень серьезно его поддушивает. Платить нечем. И тут есть тоже тактическая проблема. Сейчас они не созваниваются. Ну, посмотрим, что завтра будет. Но вместе с тем такие тактические терки между ними существуют. Борьба за воздушное пространство, как мы видим, налицо. Я так понимаю, Павел
Павел Павлович, что отношения у них и так были не дружеские, скажем так, а сейчас они еще хуже? Ну, вы знаете, о дружбе Лукашенко и Путина, это, знаете, как брак по расчету, да, что-то за что-то. Особенно этот брак по расчету ярко проявляется с 2020 года, когда Лукашенко просто катастрофически проиграл выборы, на коленях приполз. В Сочи, помните даже эти мемы, когда он сидит на коленях у Путина, как ребенок, да, это везде публиковалось, и попросил у него поддержки. И только благодаря России ему удалось сохранить власть, узурпировав ее, силой удержав. Поэтому тут дружба по расчету. Сейчас, тогда он пообещал Путину, что он пойдет на транзит. Но он не пошел. Нужно ли сейчас Путину этот транзит? Я думаю, что все зависит от поведения Лукашенко. Знаете, как такой провинившийся там мальчик, да, вот Путин смотрит, вот как он будет себя вести. Будет выполнять его волю? Ну, хорошо, может быть, дам тебе еще ярлык на царствование, да. Потому что субъектность Лукашенко ограничена. Он администратор территории. Во многом он потерял рычаги. Во внешней политике, во внутренней политике еще что-то имеет. В военной политике он потерял рычаги. Даже вот видим, борьба за воздушное пространство тому подтверждением. Да? Ну, никак ни одно независимое государство не позволит себе использовать территорию, воздушное пространство в целях агрессора, да, агрессии другого государства, да, в отношении третьего государства. Поэтому отношения у них, опять же, вот сейчас они зашатались. И чем ближе к выборам, о которых сегодня Лукашенко говорил, тем они могут напрягаться. В колоде карт в Кремле есть карты, на которых написано не имя Александр и не фамилия Лукашенко. И он это знает. И вот сейчас... Но, с другой стороны, у него есть белорусы, которые не хотят войны. И вот это вот качели, да, вот как он на этих качелях, упадет он с них или нет, но раскачал он их сильно с 2020 и потом еще с 2022 года. Ну, о выборах 2025 года мы еще вспомним. Мы в начале разговора вспоминали тоже. Хотел бы еще спросить о подразделениях Российской Федерации, которые были в Беларуси в 2023 году. Вот пограничники Украины говорят, что Россия вывела с территории Беларуси все свои многотысячные подразделения и никого не завела на учения. А также уже грузовики Беларуси, МАЗы, уже видны в Луганской области. Павел Павлович, это брак всего, что нужно, силы и средства России или как? Потому что вот вывели войска, новые не завели для, я так понимаю, для обучения. Потому что я вспоминаю, с вами говорили о том, что вот военный потенциал России не позволяет учить столько людей, которых призывают, ну и которые подписывают эти контракты. Ну, с одной стороны, я думаю, что это недостаток ресурсов у России, человеческого ресурса. К сожалению, мы говорим, ну, а как иначе, да? Так они используют свой народ, как ресурс. Некого направлять. С другой стороны, я думаю, что Россия тоже прагматично подходит. А зачем им платить за это Лукашенко? Зачем использовать белорусские полигоны? Вы помните, весь 2023 год, фактически, там очень долго, да, все полигоны были в состоянии перманентных учений. И там были не белорусские или там частично были только белорусские вооруженные силы. А там тренировались российские мобилизованные. То за это платить приходилось. Ну, наверное, в России посчитали, зачем платить Лукашенко. Лучше потратим эти деньги внутри себя. Ну, опять же, коррупция. Там же генералов сажают один за одним. Лучше зарабатывать на месте и там же эти деньги и воровать. Я думаю, что вот это два фактора, которые прежде всего определили, почему нет российских войск. Третий фактор. Вы знаете, планирует ли Путин использовать территорию Беларуси для агрессии? С точки зрения стратегии, конечно, это любая логика, любой эксперт военный скажет, да, конечно, это выгодное расположение. Но, опять же, нету ресурсов. Может ли он заставить Лукашенко отправить армию? А заставляет ли он? Я недавно общался с рядом высокопоставленных дипломатов, МИД Германии, МИД Швеции, МИД Словении, МИД Чехии. Я задал вопрос госсекретарям этих МИДов. Скажите, у вас есть информация о том, что Путин заставляет Лукашенко отправить армию в Беларусь? Или заставлял? Ни один из собеседников мне это не подтвердил. Мы никогда не получили реального инсайда, что такие действия были реально существ со стороны Путина. Почему? Потому что он понимает, что белорусская армия не в состоянии выполнить задачи самостоятельно. У него нет ресурсов, чтобы добавить российскими солдатами. А в-третьих, я думаю, есть такой расчет, если произойдет направление белорусских вооруженных сил, это приведет
какому-то волнению внутри страны Беларусь. И любое волнение, оно может перерасти еще большее волнение. Надо это России потом, чтобы направлять также ресурсы на подавление протестов, да, потому что они же, конечно, хотят Беларусь контролировать. Тут иллюзий у нас на этот счет нет и быть не может. Вот боюсь, что они тоже не очень заинтересованы. Поэтому плохой или хороший Лукашенко, какой есть, но пока устраивает русских. Да, Павел Павлович, и интересует меня еще два указа, которые подписал Лукашенко. Первый указ – это о помиловании. Он в очередной раз помиловал, ну, в очередной раз или третий раз, да, за краткое время 30 политзаключенных, но там нет ключевых, конечно же, людей, таких как Мария Колесникова. Она там серьезно похудала, 45 килограмм. К чему это он делает? Кому он хочет что-то показать? Кого он хочет переубедить? В чем? Или это все в преддверии выборов 2025 года? И сюда же хочу указ о силовиках. Он подписал о том, что теперь изменения по вопросам службы в органах внутренних дел Беларуси. Насколько я понял, он просто усиляет серьезно и дает больше права силовикам Беларуси. Они теперь там могут и создавать какие-то патриотические дружины, да, там какие-то клубы, теперь имеют там при обстоятельствах некоторых там бесплатную медицину, там питание и другое. Что касательно политзаключенных, буквально вчера исполнилась ужасная дата, 550 дней в состоянии инкоммуникада в отношении Сергея Тихановского, бывшего одного из потенциальных кандидатов на выборы в 2020 году. Всего в статусе инкоммуникада 7 белорусских политических заключенных, у которых у большинства уже превышает срок отсутствия какой-либо связи, понимания, что с ними происходит, в каком они состоянии находятся. Нет, ни адвоката не контактируют, ни члены семей, никто. И это ужасно. В том числе Мария Колесникова, которую вы вспомнили, Николай Статкевич, лидер социал-демократов, Лосик, это журналист «Радио Свобода», и многие другие. Вообще, когда Лукашенко подписывает указ, он, конечно, пытается повторить такую цикличность. Каждый избирательный цикл, он в конце приходил к тому, что нужно как-то попытаться Западом поторговаться, получить хоть какую-то лояльность со стороны Запада и отменить санкции. Но сейчас масштаб репрессий такой, что это не получится. Опять же, санкции введены за ряд оснований. Это политические репрессии, права человека. Это захват гражданского самолета. Кстати, одна из причин, почему Лукашенко сбивает дроны. Он не хочет, чтобы дроны летали в воздушном пространстве Беларуси. Он же хочет небо открыть, но это нереально. Санкции введены за агрессию против Украины. И санкции введены за миграционную войну. Но он пытается как бы эту тему разыграть. Но главное, что мы должны понимать, оценивать ситуацию в комплексе. Если вчера в Бресте 10 человек осуждены приговором за участие в Брестском хороводе, и это уже 8-й массовый протест активистов в Бресте именно только за этот кейс Брестского хоровода в центре перекрестки в Бресте в 2020 году. Если вчера 4 человека осуждены в Березе, 1,5 года тюрьмы. Если вчера задержали бывшего политзаключенного и опять возбудили уголовное дело. И это каждый день. Я вам привожу только несколько примеров за вчерашний день. А их за вчерашний день гораздо больше. Если репрессии не остановились, какие сигналы он кому дает? Для нас важен выход на свободу каждого. Абсолютно. Это жизнь человека. Это прежде всего. Но когда он отпускает и сажает такое же количество опять, о каких сигналах идет речь? И сегодня у меня была встреча с зампосла Великобритании. И в субботу была с послами Литвы, Латвии, Эстонии, Хорватии. Будет сейчас завтра Швеция. Я всем довожу. Это нельзя покупать. Это все фейки. Что касательно военных. Ну, ему нужна лояльность гестаповцев. Губопик, который сам себя называет Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. Они называют себя гестапо белорусским. И белорусы их называют гестапо. Им нужны плюшки, им нужны квартиры, им нужны медобеспечения. Уже не только им, а членам их семей. Понимаете, как он их покупает? И он будет усиливать, увеличивать им помощь для того, чтобы они его охраняли. Это он же на штыках держит свою власть. Не на любви народа. Если бы он любил народ, он бы не
каждый день не репрессировал. Если бы народ его поддерживал, то зачем каждый день он сажает в тюрьму новых людей? Это означает, что белорусы продолжают бороться. Ведь есть же основания, чтобы задерживать. Военных, вот он позавчера, кажется, 2 офицеров бывших задержали и уголовные дела возбудили. 2 недели назад в Витебске 6 офицеров, младших лейтенантов задержали. Это, кстати, состояние в армии. Но чтобы купить лояльность, ему нужно давать им больше денег, квартир, медицинское обслуживание и так далее. Клубы для военно-патриотические. Он создал уже 950 клубов военно-патриотических для детей. Он хочет одурманить детей своей идеологией. И идеологию можно определить уже как лукашизм. В Беларуси культ личности. Это а-ля Сталин. Репрессии, может быть, еще не расстреливают в лесах, но уже стреляли на улицах. Уже дано право военным стрелять и нести за это ответственность. Изменения в воинский устав внесены. Вот. Поэтому культ личности и идеология, которая в мозги детей пытается вводиться как лукашизм. Что после него лукашизм должен жить. Но я его расстрою. После того, как его не будет, этот лукашизм прекратит существовать. Павел Павлович, также хотел бы вспомнить и о Китае, потому что другой полюс, куда тянется Лукашенко, это Китай. Россия и Китай. И вот неожиданная новость, как минимум для меня, потому что Китай окончательно решил, вопреки тому, да, вот что в июне в КНР, вернее не так, в Беларусь приезжал, да, представитель, высокий чин Китая, Лукашенко вот сегодня буквально сказал, Премьер, да, что он очень доволен этим приездом, что все очень красиво. И вот на фоне этого я читаю, что Китай окончательно отказался поставлять в Беларусь 15 новых поездов из-за опасений попасть под санкции Соединенных Штатов Америки. Вот я так понимаю, что Китай, ну понятно, что субъектность Украины Китай не оценивает и не считает субъектом. А вот Беларусь. Кто и что Беларусь для Китая, что он так, вы знаете, санкции мы не передадим, то не передадим. Что есть Беларусь для Китая? Лучше давайте ответить на вопрос, кто такой Лукашенко для Китая. Хорошо, да. Никто. Хорошо. Никто. Он ноль. И я тоже его расстрою. Если в Беларуси будет условный Петр Петрович президентом страны, Китай устроит Петр Петрович, если он обеспечит экономические интересы Китая. Это транзит товаров в Европейский Союз. Это сотни миллиардов поставок. Это огромнейший рынок, в котором заинтересован Китай. Для него нужна эта стабильность. Да, как сфера влияния, конечно, нужна Китаю. Но он будет оценивать прежде всего прагматично с точки зрения экономических интересов. То, что Китай отказался поставлять локомотивы для белорусской железной дороги, но это пример угроз вторичных санкций. Мы говорим о том, что эти санкции должны касаться и финансового сектора. Мы видим с вами, насколько начинает поддавливать финансовая ситуация Россию в связи с тем, что китайские банки отказываются передавать юани или отказываются финансовые операции проводить с банками Российской Федерации. Но проблема заключается в том, что американцы и европейцы ввели соответствующие масштабные санкции в отношении финансовой системы Российской Федерации, но не ввели в отношении финансовой системы режима Лукашенко. И здесь пока этот инструмент может использоваться Лукашенко для обхода санкций. Это то, для чего нужен, кстати, Лукашенко Путину. Кстати, вот одно из условий, почему он может его и где-то сохранять, и даже давать ему какой-то карт-бланш на какую-то коммуникацию с Западом, ему нужен для обхода санкций. Это канал поступления товаров, технологий, которые используются в военной промышленности, в том числе и финансовых операций. И вот надо на эту сторону посмотреть. И поэтому мы нашим партнерам это объясняем. Вот в пятницу будет конференция в Вильнюсе большая, где я буду выступать в том числе по санкционной политике, и я буду об этом говорить. Но Китай, если бы отказался осуществлять финансовые операции с режимом Лукашенко, это был бы очень мощный удар. Но это возможно, если санкции будут введены на финансовый сектор Беларуси американцами. Кстати, об американцах тоже очень интересная новость. Я как-то не ждал, даже проверял, правда ли это. Но и вот вы мне скажите, Павел Павлович, вот белорусская сторона получила приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Соединенных Штатах Америки. Об этом сегодня, 10 сентября, мы с вами говорим с 10 сентября, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. Насколько это правда? И если это правда, как это воспринимать? Знаете, я думал на этот счет. У меня тоже удивление определенно вызывает. Конечно, Сергеенко генерал КГБ.
бывший первый заместитель председателя КГБ, способен осуществлять и ПСО информационный. Нужно посмотреть, может быть, еще не хватило времени проанализировать. Вообще, есть ли такой институт наблюдения в Соединенных Штатах Америки? Национальные наблюдатели, ну, которые от парламентов конкретных по двусторонней линии приезжают. Потому что по линии ОБСЕ, даже, насколько знаю, там американцы не приглашали, хотя не приглашали миссии по линии ОБСЕ. В миссию ОБСЕ будут приглашены представители Палаты представителей. Ну, с этим нужно разбираться. То есть, пока это выглядит как фейк, пока это выглядит как неправдивая информация, нужно разобраться, так все-таки кто выступил приглашающей стороной. Это приглашение поступило в адрес БДИПЧ ОБСЕ, Бюро по демократическим и правам человека ОБСЕ, которое осуществляет наблюдение за выборами, в том числе, может, в Соединенных Штатах Америки. Или это на двустороннем уровне? На двустороннем уровне я не верю. Конгресс США, кто там пригласит представителей лукашенковской палатки и его парламента наблюдать. По линии БДИПЧ ОБСЕ, ну, теоретически возможно, что они попытаются туда влезть. Но это нам нужно будет выяснить. Да, Павел Павлович, и хотел бы сейчас вас спросить о том, вот если Путин зачует свой конец, он поймет, что вот все валится, на дно этого корабля вместе с Путиным пойдет и Лукашенко, потому что у него нет будущего, или есть, вы мне скажете, без России, или все же он будет спасаться отдельно от Путина? Ну, он схватится за этот российский дрон, который будет пролетать в воздушном пространстве, попытается улететь куда-нибудь подальше. Конечно, он тот человек, который политическое животное. Мы с вами знаем. И примеры знаем со Второй мировой войны, когда союзники, ярые союзники нацистов переметнулись на другую сторону и каким-то образом попытались спасти себя. Но нужно понимать, что ему это не удастся. По той простой причине, что есть белорусское общество, которое никогда не согласится простить ему преступление против человечности в отношении белорусского народа, массовые репрессии. И я надеюсь, что и Украина никогда не согласится с тем, чтобы простить ему акт агрессии, который он поддержал и активно поддерживает до сегодняшнего дня. Так что попытки его спастись, безусловно, будут в этой ситуации. Он, конечно же, будет стучаться во все двери и в Киев, и в Вашингтон, и в Берлин, и в Варшаву, куда только не угодно, для того, чтобы спасти свою шкуру. Если же он получит месседж о нереальности этого, он будет бежать. Бежать в нескольких направлениях он может. Это Объединенные Арабские Эмираты. Его старший сын, говорят, уже имеет статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов. У него уже приобретена там недвижимость, дом, в том числе и для Лукашенко. Он может уехать в Катар, где так же, как и в Эмиратах, возможно, его деньги находятся. В Китае мы видим с вами, что Коля Лукашенко изучает китайский язык, и это потенциальное убежище может быть для него. Он может поехать и в Российскую Федерацию, зависит от того, как будут развиваться события в России. Потому что он там также получил участок земли, соответственно, он строит. Это инициатива белорусских силовиков Белпол делала целое расследование о том, что он рядом там с Путиным строит себе также резиденцию. Так что убегать ему придется, и убегать придется очень быстро, чтобы не произошла история, как с Чаушеску. Если выйдет люди, конечно, разъяренная толпа, но тут уже сдержать никто не сможет. Я не призываю, я вообще бы мечтал увидеть его на скамье подсудимых. Самый лучший вариант — это в национальном белорусском суде, в Беларуси, в прямой трансляции, чтобы все белорусы это посмотрели. Ну, хорошо, меня устроит, если это будет Гага, Международный уголовный суд. Павел Павлович, как мы обещали в начале разговора, вспомним о выборах президента, так называемых выборах президента Беларуси в 2025 году. Я зацитирую Лукашенко, что он сказал, и потом спрошу вас. Цитирую. «Я просто хочу, как всегда, им посоветовать, если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах». И Лукашенко упомянул вас. Он сказал Павел Латушко. Что это за приглашение? Насколько оно заманчиво для вас? Павел Павлович, расскажите. Ну, я ответил Лукашенко. Я готов принять участие в президентских выборах 2025 года. Я готов рассказать белорусам, кто такой Лукашенко.
что он из себя представляет, что такое демократия и что представляют собой демократические силы. Но у меня есть ряд условий, которые он должен выполнить. Это условия освобождения всех политических заключенных, освобождения бывших кандидатов в президенты, которые сидят в тюрьмах. Это и Виктор Бабарико, и Сергей Тихановский. Есть условия, что он должен прекратить все уголовные дела, которые он возбудил в отношении активистов демократического движения с 2020 года. Отменить вынесенные приговоры. Кстати, один из этих условий препятствует мне участвовать. Я осужден к 18 годам тюрьмы в колонии строгого режима. И тогда, кстати, будут отменены санкции, о которых он вспоминает, в том числе в моем контексте. Он должен обеспечить международное наблюдение за выборами, национальное наблюдение за выборами на каждом избирательном участке. Я даже скажу больше. Я смогу победить тебя, Лукашенко, даже находясь за границей, если я буду зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Беларуси. Если будет обеспечено только одно условие – международное, независимое и национальное наблюдение на всех избирательных участках. Я смогу победить тебя, Лукашенко, потому что ты трус, ты лжец, ты халуй. Я смогу победить не потому, что я Павел Латушко, а потому что победит белорусский народ. И я убежден, что есть очень много белорусских политиков, которые способны победить тебя. В том числе тех политиков, которые сегодня, к сожалению, находятся в тюрьмах. Если они будут освобождены, они смогут победить тебя. Потому что белорусы в 2020 году сделали свой выбор. Они не поменяли мнение. Белорусы ненавидят тебя, Александр Лукашенко. Но ты трус. Ты халуй, ты предатель, ты убийца. Ты никогда не пойдешь на выполнение этих условий, потому что ты не способен это сделать. Все предыдущие избирательные кампании Лукашенко сажал всех кандидатов в президенты в тюрьмы. Он убивал потенциальных кандидатов в президенты. Он разворачивал массовые репрессии. И вот это его подход. Да, сейчас он там пытается завести, что кто-то с оружием там пытается изменить власть. Но он, когда рассказывает эту историю, он рассказывает о себе. Мы помним 2020 год, когда он бегал с автоматом, когда он своему сыну дал автомат, когда он давал приказы расстреливать белорусов на улице, когда он дал приказы убивать людей в тюрьмах. Он рассказывает о себе, но он пытается рассказать о том, что этого хочет оппозиция. Маргинализировать нас, показать, что мы не способны ни на чего. Да, мы способны, мы готовы, но выполни эти условия. Вот мой ответ Лукашенко. Павел Павлович, здесь и нечего даже добавить. Спасибо вам за этот разговор и спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы в Беларуси и что вспомнили о предложении Лукашенко принимать участие в выборах и четкие дали ему указания, которые он точно не выполнит. Спасибо большое. Спасибо, всього доброго. Нагадаю, з нами був заступник керівника партійного кабінету Білорусі Павло Латушко. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.